Раньше кинуть в банк было прикольно. Многие люди у нас до сих пор не до конца понимают, как работают вклады. Вклады — это инструмент сбережения. Банк — это посредник. У нас в Узбекистане банкам не особо сильно доверяют. С момента, допустим, независимости Узбекистана были случаи, когда банки закрывались. Люди внесут деньги в банк только по одной простой причине, что нет других альтернатив. А что нужно обращать внимание, когда ты думаешь о том, чтобы взять какой-то кредит? Есть мнение, что лучше не брать кредит. Кредит — это всегда дорого. Как определяется ставка кредита? Ставку за, допустим, 15%. По факту 30%. А по факту там может быть до 70 доходить. Почему? Потому что они всегда начисляют эту ставку на всю сумму. Но самое главное — это эффективная ставка. Эффективная ставка показывает реальную стоимость кредита. В Узбекистане рассрочка от кредита ничем не отличается. Но, может быть, даже она более опасна, чем кредит. Вот сейчас escrow счета с июля месяца вводятся, там цены сразу же подскочат там, на 20-30%. Банки, получается, начинают участвовать в этом процессе, будучи посредником, защищать интересы обеих сторон. Если что-то пойдет не так, это ни в коем случае не отразится на вкладчике. Если вдруг застройщик не вернет банку деньги, банк не сможет эти деньги забрать, потому что это деньги не застройщика, он должен вернуть вкладчикам. Как застройщику подготовиться к проектному финансированию? Как выбирать банк для бизнеса? Если ты только открыл бизнес, ты, как правило, не очень интересный клиент. Факторинг, как он приживается на рынке? Это очень хороший инструмент для малого бизнеса, для привлечения средств в оборотный капитал. Было негласное указание снизить ставки по депозитам. Это действительно так или нет? И как бы все же ставки снизились в один день. Почему так произошло? Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной подкаст, и сегодня у меня в гостях мой друг и очень уважаемый гость, который был у нас на самом первом выпуске, Турсун Махкамов. Турсун занимает должность заместителя председателя правления банка Ипак Юле. Сразу к делу. Спасибо, что пришел в это пятничное утро. У меня очень много было вопросов от моих знакомых, друзей, подписчиков. Сегодня подкаст будет носить очень образовательный характер. Вот, мы будем разбирать по косточкам, простым языком все нюансы вкладов, кредитов, рассрочек. Про escrow счета тоже поговорим. Вот, и в целом, что ожидает наш рынок и банковскую сферу в ближайшее время. Начнем со вкладов. Вот, простым языком. Я думаю, что многие люди у нас до сих пор не до конца понимают, как работают вклады. Можешь объяснить, пожалуйста? Вклады — это инструмент сбережения. Некоторые его используют как постоянный инструмент. Да, это больше взрослые люди. Многие, особенно поколение еще советских времен, они практически копят деньги в течение 30-40 лет. На вкладах, да? Да, на вкладах до выхода на пенсию, и после выхода на пенсию все еще на вкладах. Ну и молодежь тоже, собственно говоря, сейчас очень активно использует вклады, но больше как временно. Допустим, у них появляются временные какие-то свободные деньги, они их размещают. Вот. Ну и поэтому, в зависимости от того, если вы рассматриваете вклад как долгосрочный инструмент сбережения, то, естественно, надо обращать внимание на основные условия. То есть это срок, это процентная ставка и особые условия. Есть за досрочное погашение вклада. Банк может, если в договоре это прописано, они могут за досрочное снятие вклада пересчитать проценты по другой ставке. Ниже, да, и это обязательно должно быть обговорено в договоре. Почему это делается? Потому что, когда банк берет деньги у населения, они берут на определенный срок. И на этот срок они рассчитывают на эти деньги. Из этих денег они финансируют, допустим, бизнес. Вот. А получается, бывает ситуация, когда ты уже положил на вклад деньги, проходит, допустим, полгода, и вдруг ты видишь рекламу, что
ставка гораздо выше, чем у тебя, у другого банка, и ты хочешь забрать. Вот. И тогда просто как бы, если действительно там большая разница, надо посчитать, сколько ты потеряешь на пересчете процентов, и сколько ты, допустим, заработаешь на новом вкладе. И если это новый вклад, разница в процентах нового вклада компенсирует это, то, возможно, стоит. Вот. А иначе, если это у тебя долгосрочный вклад, ну, обычно как бы, тем больше ты как бы дергаешься с одного банка в другой банк, ты больше, наоборот, теряешь. Но это, наверное, основные моменты, которые надо знать. Друзья, по статистике очень много людей смотрит наш подкаст без подписки. Если вы один из них, это самое время сейчас нажать на паузу, подписаться, потому что для вас это буквально 1-2 секунды времени, а для нас это огромная поддержка. Также не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите комментарии. Это помогает нашему видео продвигаться, а нас это дополнительно мотивирует создавать еще больше полезного контента для вас. Всем спасибо. Ну вот смотри, отсюда, получается, вытекает еще несколько вопросов. Первый, наверное, который задаст себе каждый, ну или не каждый, может, многие люди, которые послушают, это первое, то есть бизнес-модель самого банка. Вот банк как работает, получается? Он привлекает вклады, допустим, дает им ставку 20% условно, и потом эти деньги использует для выдачи кредитов, как ты сказал, финансирования бизнеса. Да? Он выдает кредиты, где ставит ставку выше, да? И банк, получается, это такой, грубо говоря, тоже посреднический бизнес на самом деле, где ты, но у банка очень большая ответственность, потому что это деньги населения, это деньги бизнеса, и вот за счет вот этих операций банк здесь чуть-чуть зарабатывает деньги. Да, правильно? Банк — это посредник на рынке. Посредник между лицами, которые хотят получить деньги, и лицами, у которых есть лишние деньги, которые хотят в каком-то виде там зарабатывать на это. Да. Хорошо. А вот ты еще упомянул, что взрослое поколение и нынешнее поколение тоже, они достаточно часто пользуются вкладами. Ну, во-первых, есть мнение, что у нас в Узбекистане банкам не особо сильно доверяют, именно взрослое поколение. Вот, то есть доверие к банковской системе, оно невысокое. Вот, как ты можешь вот этот момент прокомментировать? И есть ли такой момент, что люди внесут деньги в банк только по одной простой причине, что нет других альтернатив сохранения и инвестирования денег? Интересный вопрос. Здесь насчет доверия. Я, допустим, не ощущаю, что у населения низкий уровень доверия к банкам. Там, вот опять-таки те люди, которые жили в советское время, и те, которые погорели, когда Советский Союз распался, у них там многие сбережения, либо они очень сильно обесценились, либо вот они покупали еще там, были какие-то облигации государственные. Купон это был переходный момент, когда не было, когда мы не отказались, когда у нас не было возможности использовать дальше советский рубль. И потом, когда мы на сом переходили, вот был момент, когда сом-купон был. То есть, когда банкноты вместе с купонами должны были использоваться. Так, возвращаясь к теме доверия, наверное, да, есть какой-то, возможно, тот факт, что люди до сих пор любят держать сбережения в долларах, да, дома, там, как принято говорить, под матрасами. Да, это действительно до сих пор это существенно, оценки об объемах этих денег, они довольно существенны, поэтому, возможно, есть до сих пор еще этот момент. Вот, но с момента, допустим, независимости Узбекистана были случаи, когда банки закрывались, но не было случаев, когда вкладчики оставались без денег. То есть все эти банки, они все возмещали. Обычно это происходит через другие банки, если уже момент там закрытия, ликвидации идет. Вот, но в любом случае все получали свои деньги всегда. Кроме этого, действовала система гарантии вкладов. Вот она сейчас немножко трансформируется, да. Но тем не менее, то есть прецедента того, что вкладчики остались без своих денег, у нас не было. Поэтому с этой точки зрения, наверное,
я не могу сказать, что у населения должно быть основание не доверять банкам. Наверное, может быть, есть другие нюансы. Наверное, первый нюанс — это то, что те доходы или ставки, доходность, которую вклады предлагают населению, возможно, они были не на достаточном уровне. Да? То есть не помогало уберечь деньги от обесценивания. И представлялось, что доллар держать безопаснее. Вот. Но опять-таки эти доллары тоже можно понести в банк, да? Да. Тоже как бы... Тоже будет, какая-то ставка просто ниже. Да, рыночные ставки сейчас, допустим, некоторые банки предлагают там до 8% годовых в долларах, что, в принципе, довольно неплохая ставка. При этом у нас в настоящее время и в суммовые вклады, они довольно-таки привлекательные. Сейчас средняя ставка где-то 20-22%. Там уровень девальвации, если ты за последние полгода наоборот, сейчас в эти дни национальная валюта укрепляется. Да. Поэтому, как бы, если практически эффекта девальвации нет, то есть ты почти чистыми 22% годовых получаешь. Естественно, надо год еще поражать, посмотреть, как будет двигаться курс. Вот. Но даже если там закладывать от 5 до 10% девальвации, да, там, теоретически, там чистыми получается 12%. Это выше, чем 8% в долларах, да, то, что есть. Вот. В принципе, поэтому сейчас довольно привлекательные ставки. То еще они снизились. До недавнего времени там некоторые банки 27-30% предлагали. Да. Вот. Но это очень высокие ставки. Ну вот у меня тоже по этой теме есть отдельный вопрос чуть попозже. А вот то, что касается безвыходности... Ты имеешь в виду с точки зрения альтернатив? Да. Естественно, мы знаем, что у нас преимущество слабо есть. развитый рынок капитала в стране. Есть у нас, конечно, традиционный способ сбережения — это автомобили и недвижимость, то есть квартиры. Но очень сложно на квартиру, допустим, накопить. Ипотека, допустим, не такая, возможно, доступная. А машины, я думаю, уже перестанут быть хорошей альтернативой для сбережений, потому что раньше был дефицит автомобилей. Сейчас вот с приходом там электромобилей, на которых у нас были более облегченная версия растаможки, то есть рынок насытился автомобилями, и вторичный рынок уже сильнее проседает, чем это было раньше. Раньше можно было купить машину, а потом поездить на ней и продать ее дороже. Чем тебе? Нет, это не сбережение. То есть для вас тогда, получается, на тот момент же автомобильный рынок тоже был как конкурент для банковского бизнеса, для привлечения депозитов, потому что часть капитала уходила туда, а сейчас из-за того, что рынок, получается, автомобилей, он в стагнации. Я буквально вчера тоже интересовался, мне ребята говорили, кто в этом рынке работает, что на машинном базаре тишина, никого нету, покупателей нету. Потом вчера же я увидел новость, что сейчас можно 20% дать первоначальный взнос и в просрочку остальное там брать машину. То есть понятное дело, что там какой-то кризис тоже сейчас происходит. И это, получается, вам начинает играть на руку банковскому бизнесу. С точки зрения именно привлечения депозитов? Да. Отчасти, возможно, да. Отчасти, да. Друзья, по традиции в конце видео вас ждет очень короткая, но емкая выжимка от Моникса Алексеевича, нашего генерального партнера. Поэтому досмотрите это видео, пожалуйста, до конца и обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Всем спасибо. Хорошо, вот мы немножечко коснулись темы того, как работают, какие бывают вклады и как они работают. Вот ты упомянул, что есть которые срочные депозиты, есть несрочные. Вот ключевая разница там какая получается? Вот основная разновидность... Есть валютные в национальной валюте, и еще внутри есть срочные и несрочные, правильно? Да, основное деление — это все-таки срочность и бессрочность. То есть бессрочность — это может быть просто твой счет в банке, в котором ты деньги просто лежат. Это счет до востребования или лицевой счет называется. Также есть еще сберегательные счета. Они практически так же ты можешь им пользоваться, как обычным своим счетом. Вот, в любое время снять деньги, в любое время деньги положить. И там, возможно, начисление процентов. Вот. А срочные — это уже где
более как бы жесткие условия, но там обычно всегда более высокий процент. Мгм. Вот как бы основные две разницы. Более жесткие условия в смысле по сроку снятия этих денег, правильно? Не только снятие, вот, допустим, если ты вклад положил энную сумму, Да. если у тебя появились еще дополнительные средства, по условиям вклада ты, возможно, не сможешь дополнить их. Но банк уже наоборот хорошо, если дополнишь. Не, ну, понимаешь, банк должен иметь инструменты, чтобы контролировать там, процентные свои расходы, Мгм. объем ликвидности, объем ресурсов, которые у них есть, понимаешь? Если вклад, который можно всегда дополнять, это удобный инструмент для вкладчика. Но для банка это очень сложно. Допустим, они привлекли вот по тем высоким ставкам, которые я тебе говорил, Да. там 27-30%, и там можно докладывать. Мгм. А ставки уже вниз пошли, А, и банк уже по другим вкладам там по 22, по 20% выгодно. привлекает деньги, да. а у тебя есть вклад старый, и ты можешь все еще докладывать, и ты приходишь и там докладываешь, и Я, там, кстати, так и делаю. занимаешь у других, докладываешь. Это же может и к спекулятивным операциям Да, привести, но не да, просто да. сберегательным. Ну и потом банку просто это, допустим, невыгодно. Поэтому либо, как правило, либо не бывает возможности, если действительно банк уже предоставляет там конкурентную очень высокую ставку по вкладу, то, как правило, ее докладывать нельзя. Мгм. Либо можно, но в течение определенного периода. Да. Я, кстати, как раз, когда выходила новость, что сейчас снизят ставки, открыл 2 депозита в нашем любимом банке Да. Пакюли, Ага. положил туда деньги, буквально там 1 000 000 сумм положил, просто чтобы открыть, а потом начал туда докладывать уже большие суммы, недавно еще закинул. Ну, получается, по старой ставке высокая, а сейчас я недавно открыл, посмотрел, уже такой ставки нет, уже Да. там на 3%, по-моему, ниже. Это, кстати, очень хороший вариант, если... Ну, это, наверное, больше касается тех, которые активно занимаются депозитными операциями, да, вкладами. То есть это мониторить рынок, и когда Да. появляется какой-то очень хороший, выгодный вклад, но ты знаешь, что у тебя вклад, срок еще есть, если ты раньше срока заберешь, что у тебя будут там штрафные санкции, Да. то ты просто закидываешь какую-то там минимальную требуемую сумму для этого вклада, Да. да, и ждешь, когда у тебя возможность будет перевести свои деньги со старого вклада на новый вклад. Да. Таким образом, ты там забиваешься, там можно в нескольких банках там, забить как бы себе вклады, но, естественно, все эти вклады должны быть такие, которые можно пополнять. Да, да. Хорошо. Ну вот у меня такой вопрос, ну, может быть, он не совсем корректно прозвучит. Как выбирать правильный банк для депозита? Ну, здесь, наверное, больше... Я вот слышал, были такие кейсы, когда банк, может быть, не один, может быть, несколько, они в одностороннем порядке снижали ставку. То есть, допустим, они рекламируют ставку 27, Мгм. ну, до недавнего времени же 27 была самая такая высокая популярная ставка. Ты кладешь деньги, а потом через какое-то время узнаешь, что оказывается уже не 27, уже там 25 или Мгм. 23. Вот, соответственно, Когда ты узнаешь? Когда ты факту. уже положил деньги? ну, какое-то время прошло, деньги То твои есть- лежат, да. То есть в течение периода жизни вклада у тебя Да, меняется да, ставка? Да, да. Вот, и ты уже упомянул в самом начале, что обязательно нужно смотреть договор, но сейчас же как происходит? Мы сейчас живем в более таком цифровом мире. Да. Мы, ну не мы, там большинство наверное, населения открывает вклады через приложение. Мгм. В приложении ты никакой договор не подписываешь. Но там есть вот эта вот оферта, о которой, наверное, многие не знают, да? Оферта — это вот эти вот условия, Да, да. на которые ты должен нажать, открыть, прочитать, согласиться. Обычно там 1 000 000 слов, вот, и обычно это никто не делает. Соответственно, как вот, я не знаю, на что нужно обратить внимание вот не особо разбирающемуся человеку, чтобы не попасть в такие вот истории неприятные? Ну, конечно, желательно всегда читать договор. Я понимаю, что он бывает нудный, он может быть длинный, там еще там неудобным шрифтом написано. Ну, желательно, конечно, его читать. Да. Но, как правило, банки основные условия, они сразу отражают там, на основном экране, там, или где ты когда знакомишься с условиями. Случай, про который ты говоришь, он очень нетипичный. Как правило, весь смысл-то как раз-таки срочного депозита в том, что там есть конкретные условия, которые нельзя менять. Вообще Гражданский кодекс конкретно говорит об этом, Мгм. что в одностороннем порядке нельзя поменять условия депозита. Даже То есть- если я дал согласие?
Вот нужно согласие. Вот здесь, В вот, оферте. здесь вот интересный момент, Галочку наверное, да, поставил. что каким образом должно это согласие получаться, я не знаю, я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, в Гражданском кодексе это не написано. Ага. Вот если, допустим, в оферте написано, что ты заранее соглашаешься на то, что там банк в одностороннем порядке поменяет, да, или есть еще такие вот, типа уловки, вот как мобильные операторы использовали, там типа предоставлять тебе услугу бесплатную. Мгм. А потом раз и начинает Да, снимать деньги за нее. месяц, следующий месяц, типа, платная услуга, Да. но чтобы, типа, так как и бесплатно, они у тебя разрешение спрашивают, то есть для того, чтобы ты отказался от этой услуги, ты должен сам Дать согласие. не то, что дать согласие, нет, ты должен сказать им, что ты против этой услуги, то есть отказаться от этой услуги. А, Если ты не отказался от этой услуги, то есть ты автоматом согласился на эту услугу и начинаешь платить деньги. Молчание — знак согласия. Да, вот такую тоже могут использовать, типа, что банк может поменять, там каким-то образом уведомить, это может быть push-уведомление или смс, или Да. каким-то образом уведомить клиента. И если клиент там в течение какого-то периода не скажет, там, типа, я против, то автоматом он соглашается. Как бы. Вот получение согласия, да. Понятно. Ну, я лично считаю, что это можно легко оспорить. Мгм. Достаточно клиенту сказать, что ему об этом не было сказано. Даже то, что он представляет себе депозит, это, то есть ты правильно в самом начале сказал, что банк — это бизнес, у которого высокая ответственность. Да. И высокая ответственность почему? Потому что деньги у населения Да. они принимают. И именно поэтому банк и вообще банковская деятельность, она очень строго регулируемая. Есть регулятор, Очень который строгий. осуществляет надзор, Да. получение лицензии очень сложный процесс, там есть нормативы Центрального банка, есть инструкции, положения, и все банки должны строго этому следовать. Да. И здесь самое главное, когда ты, по сути, ты не можешь вводить в заблуждение своих клиентов, Мгм. и клиент, в принципе, этот момент может оспорить. Если этого явного, допустим, там даже там в рекламах, если это не было написано, что вот мы можем сами поменять в одностороннем порядке, для этого нам нужно подождать там с какое-то время. И если вы не согласитесь, или там, если вы не выразите там свою позицию, то автоматом вы согласны. Мгм. Вот. Ну, как я опять-таки сказал, это, наверное, такая не распространенная практика. Окей, хорошо. Так, Да, и к тому же всегда же есть, опять-таки, есть регулятор. Если вы, допустим, вкладчик считает, что каким-то образом банк недобросовестно повел себя, можно всегда обратиться к регулятору. В этом плане регулятор очень эффективно взаимодействует. И еще есть комитет по защите прав потребителей. Нет, есть комитет по конкуренции или по антимонопольный комитет. они Вот. сейчас Но у них комитет- есть функция защиты прав да, потребителей. агентство по защите прав потребителей и конкуренции, по-моему, так они называются. Ну, Хорошо, такой вот вопрос. В итоге тоже простой, такой достаточно обывательский. Вот, есть ли риск какой-то прогореть на вкладах? Если есть, то какой? Ну, соответственно, и как это можно предотвратить? Ну, формально прогореть, наверное, можно только в случае, если банк будет не в состоянии, то есть банк будет неплатежеспособный, и там гарантия, которая существует по вкладам, допустим, не покроет всю часть вклада. Вот. Но это практически совершенно маловероятный сценарий. Мгм. Даже с учетом, что у нас сейчас много новых маленьких банков появилось, которые вчера буквально родились. Они-то самые активные в привлечении вкладов. Ну, это, конечно, добавляет немножко, не беспокойство, допустим, а добавляет вот этого фактора того, что эта ситуация может стать возможной. Но здесь все-таки вот есть гарантия вкладов. И там, в принципе, лимит, если не ошибаюсь, 200 миллионов, и он, в принципе, достаточный. Мгм. Да? И, естественно, для больших, для крупных, возможно, им надо будет либо для того, чтобы избежать этого риска, они могут просто там дробить в каждом банке, там Да. разные суммы держать. До 200. Да, ну и плюс вот как раз-таки этот момент интересный. Если раньше был как бы без
гарантия была безлимитная, то есть сейчас есть определенный потолок. Почему, кстати, так сделали? Ну, вообще это международная практика. Как правило, там безлимитной гарантии вкладов не бывает. Так. Вообще, в принципе, в чем как бы смысл того, чтобы гарантировать вклады? По идее, каждый клиент, это юридическое лицо или физическое лицо, когда выбирает банк, он должен смотреть как бы на репутацию банка, на его, там, насколько он солидный, платежеспособный, там, качество какого банка. Но дело в том, что и в этом заключается как бы конкуренция, да. Но дело в том, что многие, допустим, население, они недостаточно имеют знаний или недостаточно финансово грамотно для того, чтобы правильный выбор делать. Да. И для того, чтобы их защитить, получается, вот есть вот такая гарантия. Почему с потолком? Потому что, ну, если ты уже богатый человек, то наверняка либо либо ты должен разбираться, либо ты достаточно богатый, чтобы позволить себе нанять человека, который будет в этом разбираться. То есть это вообще, в принципе, вот помнишь, вот это было понятие квалифицированного инвестора, которое мы используем на рынке капитала. Для квалифицированного инвестора там, ну, больше свободы, но при этом как бы меньше безопасности. Да. Для неквалифицированного инвестора меньше безопасности, но при этом то есть больше безопасности, но меньше инструментов для инвестирования и меньше свободы. Да. И опять получается, что здесь как раз-таки в связи с этими изменениями для крупных вкладчиков уже становится более актуальным профиль банка для выбора, куда ставить. Если раньше имело значение только ставка. Угу. Ну и еще погореть. Опять-таки формально ты никогда, наверное, не погоришь, я имею в виду, если ты получаешь свои проценты, но если будет очень сильное обесценение той валюты, в которую ты держишь вклад, то в отношении как бы реальной стоимости денег, да, они могут там сильно снизиться. Ну, в этом плане тоже есть риск, поэтому надо всегда как бы следить за ситуацией, следить за развитием событий на рынке. Но это уже больше история для квалифицированных инвесторов, которые там... Да, есть же отдельный вид инвестирования именно в валюты разных стран, да, вот этот Форекс рынок. Вот, но я думаю, да, ты прав, что не все могут понять и различить с точки зрения там... Потому что, ну, через рекламу уже многое что можно там как бы скрыть, закрыть или еще чего-то. Даже вот на моем опыте был вот такой опыт, что здесь дело даже не в том, что тебе банк может не вернуть деньги, да, или там проценты тебе там не дать, или там как-то вот это, допустим, какой-то там оставить пункт в договоре, который работает против тебя. Да. Но иногда бывает, что банк просто неудобный. Да. Бывает, допустим, да. Ты тоже об этом не узнаешь по факту уже. Да, но это как бы, по факту правильно, но есть способы, да, там разузнать, там какие-то рекомендации получить. Почему? Потому что бывает так, что, допустим, ты вроде бы мобильное приложение, вроде бы все работает, а потом что-то перестало работать. И все. И ты должен пойти физически в банк. А иногда, в очереди типа, стоять, они даже не знают, типа, кому тебя направить. Да, представляешь? Да. И там, ну, в моем случае все просто, да, там много там знакомых и решать. Но я представляю себе, если ты обычный вкладчик, без никаких там связей в банковской сфере, то очень такая сложная процедура, да? Да. Или бывает такое, что тебе очень легко загнать деньги, допустим, на вклад, или там, не знаю, на карту, без имени значения. Но ты когда пытаешься это вывести в другой банк, тебе вот так за раз не дадут это сделать. Да. Там какие-то лимиты, там какие-то вопросы, почему, зачем. Там еще какие-то комиссии платишь. Да. В общем, это иногда вот такие банки есть, да, где сложности, и, не знаю, но для меня очень важно, когда вот я очень легко, если положил деньги, то так же легко, чтобы я мог забрать деньги. Если это не работает, то для меня это уже как бы негативный фактор. Да, согласен. Ну, это, кстати, хороший я потому что часто, ну, вот у меня, честно, нет каких-то проблем с обслуживанием в банке.
И я вообще, честно, у меня и не было даже, по-моему, никогда. Ну, пару раз было, когда там очень давно там в другом банке обслуживался. И периодически с друзьями, когда сидим, общаемся, они рассказывают, там, вот, блин, пошел в банке, там, час в очереди просидел, увидел, что никто ничего не делает, а потом подошел, там, наорал, и мне все сразу сделали. Но я как бы такие истории, когда слушаю, думаю, блин, и то там как бы все сразу сделали на словах, а по факту там еще нужно неделю подождать. Как ты говоришь, там, чтобы тебе деньги дали, и то часть из них забрали себе в счет комиссии. Ну, да, окей, хорошо, давай двинемся дальше. Кредиты тоже было... подожди-ка, у меня были вопросы от подписчиков, несколько еще в плане, значит, вот такой тоже очень классический вопрос. А выгодно ли открывать вклады именно в местных банках? То есть, я так понимаю, из этого вопроса следует такое мнение, что в иностранных как будто бы выгоднее. Когда речь идет о местном банке, это что имеется в виду? Местный банк — это банки Узбекистана, а не местный банк — это банки Других стран, Казахстана, наверное, там, да. Ну, я как-то, честно Европы. говоря, тут я уже не смогу пояснить. Ну окей, если речь идет о том, что в Узбекистане, в узбекистанских банках Да. вклады держать по сравнению с другими странами, ну это все зависит, наверное, от того, какой там уровень ставок, и там другие, там инфляция, там Да. другие факторы надо знать. Но если сравнивать, вот, по-моему, на мой взгляд, в Узбекистане одни из самых высоких Да, относительно у ставок нас высокие, с почему? учетом стабильности, да? Да. В связи с этим, в принципе, у нас там многие иностранные граждане, которые здесь там либо в гостях, либо проживают, либо работают, Да. им очень интересно у нас вклады держать. Да. Да. А если сейчас в этом вопросе речь шла, допустим, о местный банк, это где акционеры местные, а не местный банк, где акционеры там какие-то зарубежные юридические лица, ну, то, в принципе, там разницы нет, потому что у всех у них лицензия Узбекского центрального банка, поэтому по факту они все Регулированы местные одинаково. банки. Да. Здесь, опять-таки, надо обращать внимание только на эффективность, на стоимость и так далее. Кстати, вот тоже был вопрос, сразу пока вспомнил, задам, по поводу, если можно, какой-то короткий лаконичный ответ. Центральный банк, ну так в новостях писали, что было негласное указание снизить ставки по Да? депозитам. Вот, это действительно так или нет? И, ну и как бы все же ставки снизились в один день. Почему так произошло? Ну, я не слышал, чтобы Центральный банк мне так сказал. Но вы же снизили тоже. Но мы снизили, потому что, в принципе, больше ликвидности стало на рынке, поэтому снизили. Да, А почему другие снизили, не знаю. наверное, тоже из тех же соображений. Возможно. Хорошо. И вот такой вопрос от одного из моих сотрудников. Насколько выгодно вкладывать деньги на депозит? Давай попробуем на этот вопрос ответить, наверное. Хотя мы разобрали уже таким образом с точки зрения, наверное, альтернатив, опять-таки, на сегодняшний день. Ну вот ты привел пример, что, во-первых, иностранцы многие приезжают и держат деньги. То есть это уже показатель того, что это выгодно. Потом мы видим, что автомобильный рынок сейчас показывает себя плохо. Значит, уже альтернатива одна минус еще. Рынок недвижимости, я могу сказать, что за последние 1,5 года показывает себя плохо, тоже альтернатива еще одна минус. То есть вот там нет никаких приростов в цене, даже есть падение в этом году. Нет альтернативы на рынке капитала, то есть получается, что у нас есть единственная выгодная позиция инвестирования — это депозит в банке. Я бы не так подошел к этому вопросу. Здесь то же самое, как по кредитам. Я как-то говорил, что кредит не может быть выгодным. Вот это у меня спрашивают люди, а кредит брать выгодно или невыгодно? Да. Здесь то же самое, просто в другую сторону операция, но такая же операция. Все зависит от твоих целей, чем ты занимаешься. Да, если у тебя есть возможность, эти свободные деньги, если у тебя есть, допустим, предпринимательская деятельность, и ты можешь увеличить свой товарооборот, то абсолютно нет никакого смысла держать деньги в банке. Да. Вот. Но если у тебя твой бизнес меньше зарабатывает, чем процент в банке, то значит у тебя плохой бизнес, тогда лучше им вообще не заниматься. Да. Окей, хорошо, давай двинемся в кредиты. То есть здесь получается вопрос первый такой: как работает кредит, но с точки зрения, наверное, именно видов кредитов. То есть есть же кредиты, во-первых, там с аннуитетным и дифференциальным способом там покрытия его. Да, потом есть, опять-таки, валютные, есть в национальной валюте.
Вот. Потом есть момент залога всегда, да, кредита. Вот как вот это вот у тебя кредитный механизм, как он работает, чтобы простому человеку тоже было понятно, и, соответственно, на что нужно обращать внимание, когда ты думаешь о том, чтобы взять какой-то кредит либо на бизнес, либо там для себя. Вообще есть мнение, что лучше не брать кредит. Мгм. Там не этические, не религиозные соображения, а в принципе, что кредит — это всегда дорого. Да. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, опять, как я сказал, да, кредит — это способ увеличить объемы чего-то, то есть масштабироваться. И если то, что ты масштабируешь, имеет маржу, доходность выше, чем ставка по кредиту, то кредит, естественно, стоит брать. Мгм. Ну и, естественно, когда то есть ты в любом случае должен определиться, для каких целей тебе нужен кредит. Если это предпринимательское, то здесь более логично. А когда речь идет о потреблении, там чуть посложнее, да, потому что там больше есть какие-то импульсивные желания, там покупки, есть там давление, да, в семье там, Ага. или, не знаю, там, Ну, разные жизненные ситуации, в да, есть общем. ситуации, когда там толком не питаешься, зато там iPhone покупаешь, да, типа, ну окей, это как бы потребительское поведение, более сложная штука, но там как раз-таки надо быть поосторожней, и здесь как раз-таки вот регулирование, да, имеет значение. Но в целом я хотел бы сказать, что когда ты хочешь получить кредит и ты хочешь в банке это получить, то и самое главное, если ты поймешь, что когда банк хочет дать тебе кредит, то есть когда рассматривает там, вопрос кредита, в первую очередь он должен быть уверен, что ты вернешь эти деньги. И все, что он делает, это делает для того, чтобы побольше для себя информации собрать и в итоге быть уверенным, что, скорее всего, там, с большей вероятностью ты деньги вернешь. Мгм. Вот. Если ты сможешь обеспечить эту уверенность, то ты будешь очень легко получать кредит. Мгм. За счет залога. Вот в том-то и дело, что Да. залог — это на самом деле это страховка. Да? Да. То есть это в том случае, если ты окажешься неуспешным или ты окажешься там мошенником. Да. Либо можно застраховать кредит еще. Правильно? Но Тоже один из это инструментов. другой вид обеспечения. То есть Да. есть разные виды обеспечения. Это может страховка, поручительство, гарантия, залог, там, это может быть недвижка, Мгм. там, машины, золото, бриллианты, там, Да. драгоценности. Ну вот если мы про залог начали говорить, откуда появилось вот это вот правило, что залог должен быть 125%, не менее 125% от стоимости кредита? Ну, это, наверное, больше такая практика. То есть это в законе где-то не прописано? Нет. Да, это устоявшаяся практика. Дело в том, что раньше было требование Центрального банка. Это лет 25 назад, наверное, было требование, что если срок кредита по-моему, если не ошибаюсь, раньше вообще было разделение такое нормативное: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Вот, потом пришли там к международному стандарту, среднесрочно они убрали, получается, краткосрочно это до года, выше года это долгосрочное. И как бы было такое требование, что до года 125%, выше года 130%. Мгм. Вот. Потом Центральный банк как бы отказался от этих требований, Центральный банк дал коммерческим банкам самим решать, как бы определять свою кредитную политику, где как бы закладывать эти нормы. Мгм. Вот. Но в целом, как бы это для чего нужно? Для того, чтобы обеспечить возврат всей суммы кредита. Во-первых, начисляются проценты, да, то есть проценты могут накапливаться, то есть заемщик может не платить. И если бы это было бы 1 к 1, то получается, в лучшем случае банк забрал бы основную сумму кредита, при этом бы не смог бы компенсировать себе упущенные доходы в виде начисленных процентов. Но здесь же еще есть такой момент, то есть вот я тоже сталкивался, когда люди берут, особенно в ипотеку, да, жилье, обычно залогом выступает само имущество. Либо это, либо другое какое-то недвижимое. И идет оценка, то есть нужно обеспечить залог 125%,
В залог идет стоимость какой-то недвижимости, либо это, либо какой-то другой, но при этом и оценка тоже идет по пониженной ставке. То есть, допустим, рыночная цена условно там, тебе нужно взять 100 тысяч кредит, ты должен обеспечить залог на 125, Мгм. ты даешь недвижимость на 125, но ее оценивают там на 80 условно. Соответственно, тебе нужно еще где-то 45 найти. Вот, и по факту получается обеспечение не 125, а где-то 150, может быть, 160%, может быть, 170 даже. Это почему вот так вот происходит? Ну, это в большей степени зависит от того, какой именно залог ты даешь. Мгм. Когда, допустим, залог, который номинально стоит 100 рублей, и банк принимает его в качестве залога с дисконтом, Да, кстати, дисконт называется. да, это связано с тем, что в момент, когда банк захочет продать этот залог, оно за 100 рублей не продаст. Ну, или продаст, но он должен ждать год, например. Мгм. Да? То есть это вот есть вопрос ликвидности Да. активов. Вот, если он максимально ликвидный это когда тогда ты можешь не делать дисконт. Ну, допустим, это там, не знаю, золото или там иностранная валюта. Да, который пошел сразу реализовал. Да, просто взял и превратил это в сумму и закрыл кредит. Мгм. Тогда, конечно, дисконта не будет. Но если у тебя реализация этого актива, который сейчас в залоге, требует там, времени или усилий, то есть все, что приводит к расходам, Да. да, или к снижению стоимости, ты должен это постраховаться, поэтому ты делаешь дисконт. Или стоимости денег во времени, да? Не, ну здесь стоимость денег во времени касается только самих денег. Мгм. Активы же могут еще стареть. То есть Да. если там, тем более вот машины там, Машина, да. они очень быстро стареют. Понимаешь, ты взял в залог машину, которая стоит там 40 тысяч, допустим. Через год она, может быть, уже там 35 тысяч стоит. А ты через год же за 40 тысяч будешь пытаться продать, потому что у тебя в залоге за 40 тысяч. Да. И, соответственно, этот дисконт, он вот страхует тебя от вот таких потерь. Мгм. Все, как ты хочешь. И карта тоже. Получи первым. Моникс. Живи в удовольствии. Как определяется ставка кредита? Ставка кредита, как правило, это себестоимость денег. Привлеченных. Да. То есть это депозитная ставка. Чаще всего. Ну, депозитная ставка это, да, Ну, это есть одна еще- из составляющих. Да. Ну да. В принципе, вот если прям, чтобы попроще было, да, ставка по привлеченным деньгам, депозитам, плюс накладные расходы, да, издержки, это связано там, операционные расходы, это там зарплата твоих сотрудников, помещения, оборудование, расходные материалы, там, канцелярии и так далее, Мгм. электричество. Плюс издержки связаны там, с налогообложением. Потом есть стоимость риска, cost of risk. То есть из тех денег, которые ты выдаешь, какая-то часть не возвращается никогда. Это твой абсолютный убыток, Мгм. и твоя ставка должна это компенсировать. И последнее — это маржа, твоя маржа доходности, на которую ты Зарабатываешь. Да, на которую ты зарабатываешь. Мгм. Хорошо. А вот есть, получается, есть какие-то ставки кредита, которые, ну, как бы основу которой в первую очередь составляет стоимость денег, и потом все дополнительные какие-то расходы. Есть ставка по вкладам. Мгм. Вот эти обе ставки, они же в конечном итоге у нас напрямую привязаны к ставке ключевой, или еще ее называют ставка рефинансирования, вот, которую устанавливает Центральный банк. Ну, в нашей стране это там, Центральный банк, в Америке там Федеральный резерв. Мгм. Да? Вот эта ставка, как она устанавливается? Вот она у нас, допустим, в последние много лет держится на уровне там, 13-14%. Ну, она в Мгм. какой-то пиковый момент в 2020 году, по-моему, из-за пандемии поднималась там до 16-17, что ли, потом обратно снизилась. Вот плюс-минус 14%. Почему 14%?
Потому что вот получается ставка наша рефинансирования 14%, из нее там уже дальше выходят вот эти вот 20, там 22 ставки по депозитам и уже там 24-30 ставки по кредитам. Соответственно, чем выше ставка ключевая, тем рефинансирование, тем выше все остальные ставки. Чем она ниже, тем эти ставки тоже снижаются за ней, правильно? И вот эта ставка, как она, почему она вот держится на вот этом уровне, как она определяется? Ну, на самом деле прямой зависимости от этой ставки нет. Мгм. Эта ставка рефинансирования влияет на все ставки на рынке, но в определенной степени. И она не формируется, она определяется. То есть ставка рефинансирования — это инструмент. Мгм. Вот есть некоторые заблуждения, что ставка рефинансирования формируется на основе спроса и предложения. Мгм. Нет, это рыночные ставки формируются на основе спроса и предложения. А ставка рефинансирования — это инструмент Центрального банка, инструмент монетарной политики. И они определяют ставку в зависимости от того, куда они хотят, чтобы двигались ставки, вниз или вверх. Если они считают, что ставки слишком высокие, да, или там недостаточно ликвидности на рынке, они будут ставку понижать. Если они считают, что напротив слишком много ликвидности на рынке, да, и там слишком много кредитов стало, тогда они ставки будут повышать. А можно ли сказать, что, ну окей, ты сказал, что ты не слышал, но если бы, допустим, если бы логически как-то рассуждать, было какое-то указание, чтобы ставка по депозитам снижалась, и пытается ли Центральный банк этим самым снизить свою ставку тоже, чтобы показать, что у нас инфляция снижается? Ну, я сомневаюсь, что даже если это было, что это связано с тем, чтобы показать, что инфляция снижается. Мне тяжело, наверное, комментировать это. Для этого надо, не знаю, ну, как минимум, чтобы я в Центральном банке работал, чтобы я мог это комментировать. Хорошо. Что такое кредитная история? Но я могу единственное сказать, Да. что я абсолютно уверен, что Центральный банк знает, что просто сказав снести ставки, ставки не снизятся. То есть должны быть определенные предпосылки для этого. Мгм. Хорошо. Что такое кредитная история и как работает кредитный скоринг в Узбекистане? И работает ли он на самом деле? Хороший вопрос. Самое главное, что он стал очень актуальным в Да, последнее время. с учетом... Дело в том, что у нас прям хорошей, качественной информации по кредитной истории раньше не было. Да. А сейчас она уже очень доступная, качественная, там много источников. Поэтому люди начали дорожить своей кредитной историей. Серьезно? Да, если раньше кинуть в банк было прикольно, иногда есть клиенты, которые там, вот даже некоторые знакомые мне звонят, говорят, оказывается, там у меня кредитная история плохая, там, потому что у вас там в банке в Ипакюле там просрочка была у меня. Типа, помогите, пожалуйста, почистить кредитную историю. То есть человек уже побеспокоился, то есть его уже заботит, причем потому что он понимает, что ему либо отказывают из-за этого В других местах. местах, либо у него слишком дорогие кредиты становятся. Мгм. Вот. И у нас есть кредитное бюро КТМ, плюс есть еще другое кредитное бюро КРИФ. КТФ, наверное, больше что-то развит, наверное, чем КРИФ. КРИФ — это новый игрок. Но, в принципе, и тот, и другой, они достаточно хорошую информацию дают. Мгм. А насчет кредит-скоринга, скоринг каждый банк, каждая международная микрокредитная организация скоринг сами делают. Те, которые не могут себе позволить собственный скоринг, они могут там аутсорсить, Мгм. покупать. А что такое скоринг вообще? Скоринг — это система определения кредитоспособности заемщика, потенциального заемщика. И на основе этого потом можно принимать решение, давать кредит или не давать кредит. То есть там какие-то очки начисляются, баллы? Это может быть по-разному. Это может быть очки, Проценты? да. Ага. То есть Цвет? дело в том, что Красно-зелёный. анализируются данные, Ага. и на основе них принимается решение. При этом, допустим, есть скоринги, которые сейчас этот рынок очень хорошо развивается, и есть разные виды скоринга. Вообще раньше такой традиционный скоринг был на основе
там, правил, да? Ну, грубо говоря, если у тебя там хорошая зарплата есть, там окей. Ага. Если зарплаты нет, значит плохо. Мгм. Там задолженность есть или нет. Ну, такие простые как бы правила. Да. Сначала там все как бы красные флажки проверяются. Если хоть один из них есть, то все, дальше уже ничего не анализируется. Допустим, у тебя есть просроченность там налог перед налогами или там по коммунальным платежам у тебя просрочка есть. Мгм. Или кредит в просрочке тоже. Это сразу красный флаг, тебе ничего не дают. Вот. Но сейчас, Гибко более стало, да? да, то есть сейчас не то, что гибко, сейчас больше информации доступно стало на рынке, да, которую можно использовать. И появились ML-модели, которые больше как бы принимают решения на основе обработки статистики. Мгм. ML — это machine learning? Да. Ага. И они довольно эффективно показывают такую хорошую эффективность. Ну, то есть, может быть, тогда по этой причине появилась возможность у людей, у которых нет официального дохода, но при этом они достаточно хорошо живут, брать кредиты по нормальным ставкам, да? Да. При оформлении кредита на что нужно обращать внимание тоже? Бывают ли там какие-то... Ну, вот ты сказал, что банк кидает, а бывает так, что банк тоже там на чем-то может. По вкладам мы вот определились, что там как-то можно, а вот в кредитах есть ли какие-то такие тоже нюансы, на которые обязательно стоит обратить внимание? В кредитах, естественно, самое главное — это эффективная ставка. Мгм. Эффективная ставка показывает реальную стоимость кредита. Как ее быстро определить? Вообще банки обязаны Показывать. эффективную ставку, Ага. поэтому надо просто искать слово «эффективная ставка», Ага. ее находить и все. То есть это на самом деле стоимость кредита. Ага. Некоторые банки там больше, наверное, в прошлом, сейчас это совсем, наверное, редко. Но бывают случаи, когда они показывают ставку одну, да, там, ну, там, со всякими там условиями, и там очень часто этим злоупотребляют лизинговые компании, когда они говорят, что вот ставку, там, допустим, 15%. И ты думаешь, о, как круто. А по факту 30. А по факту там может быть до 70 доходить. Почему? Потому что они всегда начисляют эту ставку на всю сумму. Да. А ты каждый месяц погашаешь, Основной у долг тебя, по может идее, как бы долг снижаться. перед ними снижается, Да. но они это называют амортизацией. И 15% начисляют постоянно на первоначальную сумму. Вот, будьте осторожны с лизинговыми компаниями. Опять-таки, да, я сразу оговорюсь, что это тоже редкий случай. Да. Но такого вполне возможно, да, то есть поэтому внимательно смотреть. А банки в этом плане, как я говорю, Прозрачны. очень сильно то есть они регулируются, поэтому они обязаны эффективную ставку смотреть. И более того, я скажу, что регулирование по кредитам, оно больше на стороне заемщика, Ага. потому что, допустим, если вот мы по депозит обсудили, что нельзя раньше срока, то по кредитам заемщик может в любое время погасить. Там, даже если взял на 10 лет, он может через месяц погасить, и ему это ничего не будет стоить. То есть банк не имеет права этого я не знал. какие-то штрафные санкции или, допустим, какую-то дополнительную комиссию ставить. За досрочное погашение. Да. Интересно. И при этом еще, кстати, если есть какие-то доп. Комиссии по кредиту, они должны учитываться в эффективной ставке. Это страховки какие-то? Нет, страховка там же получается бенефициар страховой компании. Понятно. Это уже отдельно там. Ясно. Хорошо. Спасибо. Быстро пройдемся по рассрочкам. Вот я вот терпеть не могу наши рассрочки, вот эти всякие. Мы, кстати, обсуждали это в первом подкасте тоже. И, наконец-то, во-первых, по-моему, вышла рекомендация для Центрального банка, во-вторых, сам Центральный банк уже достаточно давно начал об этом говорить. Они заходят сейчас в регулирование рассрочек, потому что это все ушло в какую-то бесконтрольную историю. Люди понабрали себе рассрочек, не могут их выплачивать, вот, и теперь это как бы... Не знаю, можно ли назвать это пузырем или нет, вот, но, в общем, там все пошло вниз. Чем на сегодняшний день рассрочка отличается от кредита в Узбекистане? Потому что рассрочка, вот по самому вот смысл слова, он что означает? Означает, что там это просто какая-то стоимость, она разделенная, ну, раздробленная на какие-то части. Но по факту у нас же как происходит в Узбекистане? В рассрочку закладывают еще сверху какие-то проценты, хотя говорят, что беспроцентная рассрочка, говорят там халяльная рассрочка, но по факту там всегда сверху заложена какая-то дополнительная стоимость. Вот. И получается, по факту в Узбекистане рассрочка от кредита ничем не отличается. Но, может быть, даже она более опасна, чем кредит. Почему опасность? Я не понимаю. Потому что там нет вот этого прозрачного, во-первых, расчета,
по эффективным ставкам. Во-вторых, их никто до недавнего времени не регулировал, соответственно, у них не было обязательства это все показывать и делать. Показывать Ну, реальную стоимость. для меня лично, потому что я как бы всю жизнь да, в банке работаю, всю жизнь у меня связано с финансами, для меня это то же самое, что кредит. Но здесь надо немножко осторожно к этой теме подходить, потому что BNPL, да, то есть рассрочка, она, если там нет процентной ставки, то есть это классическая рассрочка, то это торговая операция на самом-то деле. То есть ты допустим, даже если ты посредник, ты все равно покупаешь товар за энную сумму, туда наценку ставишь и ее отдаешь в рассрочку другому лицу. Да. Это торговая операция, это не кредитование. Поэтому, допустим, для человека, который проще просто понимать, сколько он каждый месяц должен выплачивать, чем париться насчет ставок там, и так далее, для него это, возможно, даже удобный вариант. Он, допустим, знает, сколько у него будет свободных денег, и он знает, что каждый месяц это одинаковая сумма там у него будет. Вот, поэтому и вот этот насчет халяльности, да, я здесь, наверное, соглашусь с тобой, что большинство игроков на рынке, они финансируются за счет процентных денег. Даже если сама рассрочка, которую они выдают, она может быть абсолютно никак с процентами не связана, но источник этих средств, оно процентное. Там от халяля только слово халяль, больше ничего, по-моему. Ну, не знаю, ну, возможно, есть игроки, которые прям от и до, как бы, все у них по требованиям, но это, наверное, очень сложно. Допустим, бывает же там некоторые там сервисы, ты там, допустим, стоит там, 100 рублей, да, и тебе говорят, окей, там, можешь через 3 месяца заплатить. При этом стоимость не меняется. Да. Будет это BNPL или не будет это BNPL? Да. По факту любая организация, если она Это дает BNPL, рассрочку, только это такой. да, если она дает рассрочку, это означает, что там есть какая-то маржа, за которую организация готова подождать. Да. И, как правило, ты готов всегда подождать за процентный доход. Либо, если ты не хочешь сам процентный доход, но для того, чтобы обеспечить вот это подождать, ты берешь где-то деньги взаймы. Вот. Иначе ты, получается, просто без денег останешься, без ликвидности, то есть в обороте денег не останется. Да. Регулирование уже какое-то началось или пока только в планах? Этот вопрос пока обсуждается, и из чего, в чем как бы есть как бы ясность пока что, это то, что все должны обмениваться информацией с кредитным бюро. Что, в принципе, хорошо, да. И это хорошо, в принципе, и для тех компаний, которые занимаются BNPL. Да. И для банков Потому тоже. что, это для всех. Это тем больше информации, тем больше прозрачности, решения принимаются на более качественных данных. Это выгодно для всех абсолютно. BNPL, кстати, я люблю такую расшифровку BNPL, это Buy Now, Poor Later. Так, хорошо, давай двинемся дальше. Очень хайповая тема в последнее время. Escrow счета. Несмотря на то, что мы миллион раз ее уже обсуждали, и тогда, когда в первый раз записывали, и потом попозже с другими гостями тоже мы эту тему обсуждали, но вот недавно была там новость, что вот сейчас escrow счета с июля месяца вводятся, там цены сразу же подскочат там на 20-30%. Мне все начали писать, ты мне тоже написал, типа, что это, реально что ли так? Но по факту, конечно, там не так все было. Вот, ничего не произошло, вот, но сегодня на дворе 18 июля цены как были внизу, так они там и находятся. Давай попробуем разобраться в механизме escrow счета. Под названием escrow счета. Вот как банкир. Не как застройщик, там, я не знаю, вот как банкир. Что это такое? Простым языком, как это будет работать? Если строго как банкир говорить, Да. то банки, получается, начинают участвовать в этом процессе и, будучи посредником, защищать интересы обеих сторон. И застройщика, и вкладчика. Вкладчика, То есть покупателя там, квартиры, допустим. Да? Вначале же, когда это только проект, когда на котловане, да, или когда только строится, это называется как
инвестиционный вклад. Да. И, естественно, эта схема, она в большей степени выгодна для вкладчика, потому что вкладчик рискует своими деньгами. И в момент, если застройщик не выполняет условия, да, или то, что не выполняет свои обещания по контракту, то тогда в любой момент вкладчик может забрать. И банк это обеспечит. Вот. Ну, это, наверное, самое важное, что можно сказать по escrow счетам. То есть покупатель собирается приобрести недвижимость, он приносит эти деньги не застройщику, как раньше, не кладет эти деньги на его счет и тем более не дает ему в наличной форме вот так вот. Он идет в банк, кладет эти деньги на специальный счет, который привязан к застройщику, и, соответственно, банк гарантирует, что эти деньги, во-первых, будут потрачены в нужное правильное место, ну, то есть для исключительно целей строительства того дома, где была приобретена недвижимость. И если вдруг там что-то пойдет не так, банк гарантирует, что эти деньги вернет. Да. В покупателю. целом так, что эти деньги всегда в наличии. Да. И если вкладчик в строительство решит забрать свои деньги, то он их забирает. То есть если он забирает, потому что сроки прошли, там, застройщик не выполняет свои условия, то это в любой момент. А если по собственному желанию, ну, это, наверное, уже будет зависеть от того, как они договаривались, то есть что прописано в договоре. Вот. Но механика, я бы, наверное, сейчас не готов механику обсуждать. Почему? Потому что мы все еще ждем нормативные документы по этому вопросу. Да. То есть то, что вот ты упомянул, что эти деньги не будут тратиться только на строительство. Есть версия, что эти деньги вообще не будут тратиться, то есть они будут... Да, это один из вариантов развития событий. Да, они будут прям как вклад лежать в банке. Только беспроцентный. Да, он будет беспроцентный. Да. То, что беспроцентный, уже понятно, там Да. просто, да, это написано в документе. Но это не означает, что это невозможно использовать. То есть почему именно посредником выбрали банк? Если это было обычно какое-то юрлицо, там, организация, да, то так бы и получилось. Но банк, преимущество банка именно в том, что деньги никогда не лежат просто так. И раз застройщик выбирает какой-то банк в качестве своего банка-партнера, который открывает ему escrow счета, и этот банк берет обязательства перед вкладчиками за их средства, то этот застройщик потом в этом банке может попросить какие-то более удобные условия для финансирования. Да. Но это уже отношение банка и застройщика, это 100% риск самого банка. И если что-то произойдет, что-то пойдет не так, это ни в коем случае не отразится на вкладчиках. Вкладчики в любом случае получат свои деньги обратно. Да, это уже другая сторона, вот, на которую у меня тоже есть вопрос. То есть это называется проектное финансирование для застройщиков. И вот как застройщику подготовиться к проектному финансированию? Потому что сейчас, грубо говоря, исходя из тех новостей, которые мы имеем, исходя из того, чем занимается в последнее время там, Министерство строительства, Центральный банк, Министерство финансов, все идет в ту сторону, что с 1 января у нас все будет только исключительно по escrow счетам. Покупка недвижимости осуществляться на первичном фонде. Соответственно, у застройщика уже не остается выбора. Он должен будет в любом случае, ну, если только у него нету огромного количества денег, и он готов все делать за свой счет, что, конечно, нецелесообразно, он должен обращаться в банк и финансироваться для своего строительства. Вот, насколько я знаю, я общаюсь со многими застройщиками, никто, ну, большинство понятия не имеет до сих пор, как подготовиться к проектному финансированию. Вот есть какие-то хотя бы... Я понимаю, что сейчас еще до сих пор, несмотря на то, что это уже практически завтра произойдет, рано об этом говорить, и механизмы недоработаны, но есть ли, наверное, какие-то конкретные пункты уже, о которых можно сказать, что должен сделать застройщик, чтобы подготовиться к проектному финансированию и получить? На самом деле он не должен сделать ничего более того, что он, как правило, должен делать, когда он приступает к строительству. То есть у него должен быть четкий план, как он будет строить, на какие деньги он это будет строить, как он будет продавать, по какой цене, как по времени будет происходить продажа. Да? То есть это он должен рассчитать кэшфлоу. Да, у него должен быть бизнес-план с обоснованными допущениями, да, который банк может
допустим, проверить, да, а потом согласиться с этим или нет. То есть, опять, как я сказал, когда банк финансирует что-то, в первую очередь банк должен быть уверен, что деньги вернутся. И когда ты эту уверенность предоставляешь, то банку комфортнее, банк соглашается тебя финансировать, с тобой работать. Но если у банков, я уверен, что на сегодняшний день у банков нет знаний и экспертизы в правильной оценке бизнес-планов, чтобы быть уверенным. Почему нет? Ну откуда у них? Банки... Они, может быть, не знают про строительство, но, допустим, оценить там... Бизнес-план. Да, бизнес-план оценить можно. Почему? Ну а как они... Для этого должен быть хороший финансист. Это не должен быть строитель-финансист. Конечно, это плюс дополнительный. Нет, здесь две стороны есть. Есть момент строительства, да, там какие-то расходы, это тоже нужно как-то правильно оценить с точки зрения как минимум правильной оценки стоимости материалов, да, и там, не знаю... Ну, они это проверяют же. Да. И есть другая сторона, это уметь правильно оценить вот это вот прогнозируемый кэшфлоу, то есть продажи в зависимости, не знаю, там, сегмент, локация, сам продукт, качество этого продукта, аудитория, сезонность, конкуренция, вот это вот все. Есть ли такая вот экспертиза сейчас на сегодняшний день, чтобы правильно вот этот кэшфлоу оценить и завтра не попасть в неприятную историю? Естественно, вот именно такой экспертизы нету. Ну, если, допустим, какие-то сложные проекты или крупные проекты, то всегда можно привлекать консалтинг, да, либо экспертизу, допустим, например, этажей. Наша компания, да. Вот. Но это не была попытка прорекламировать нашу компанию. Но, в принципе, если я не ошибаюсь, есть, по-моему, такая инжиниринговая деятельность, да, то есть когда компании, которые точно имеют экспертизу в строительстве, да, они сотрудничают с банками, и как раз-таки это было связано с одной из концепций работы эскроу-счетов, когда ты собираешь деньги и позволяешь тратить эти деньги на стройку, но при этом как бы ты нанимаешь инженерную компанию, и она говорит, типа, да, там все, строительство идет нормально, и вот эти траты все обоснованы. И на каждом этапе потом опять сверяется, все нормально идет или нет, да, то есть правильно ли все используется. Вот. Ну, такая схема тоже в будущем, наверное, возможна, но пока такое не предусматривается. Окей. Тоже вот такой расхайпованный вопрос по поводу эскроу-счетов. То есть люди сейчас, на сегодняшний день, очень спекулируют тем, что из эскроу-счетов цены поднимутся на 20-30%. Ну, я понимаю, почему так. Может, и для людей как-то по-простому и на банковском языке объяснить, за счет чего? Почему так произойдет? Почему себестоимость вырастет на 20-30% за счет проектного финансирования? Здесь в любом бизнесе, когда ты ставишь какие-то дополнительные требования для ведения бизнеса, это всегда дополнительные издержки. Опять-таки, мы с тобой говорили, что да, должен быть грамотный бизнес-план, там, расчеты. Вот ты говоришь, если экспертиза, кроме финансовой, но еще и строительная экспертиза у банков, так вот дело в том, что некоторые застройщики, они даже без строительной экспертизы начинали строить. Да. Да? Там просто земля, получили разрешение, набрали какую-то команду, бригаду, которая говорит, что не, мы знаем, мы всю жизнь строили, и начинает строить, правильно? То есть им придется нанимать грамотных людей, платить им зарплату, да, там, тем больше грамотный и востребованный специалист на рынке, тем дороже его зарплата. Ты ему платишь деньги, есть у тебя доход или нет дохода, да, постоянно. То есть у тебя появляются дополнительные издержки. Все дополнительные издержки, естественно, повышают твою себестоимость. Будет она 20%, 30% или в 5%, но это уже посмотреть. Это уже надо, да, это посмотрим, как будет. То есть я думаю, что ближе, наверное, к концу года там что-то более-менее станет ясно, если успеем. Ну и не мы, а регуляторы. Ну и плюс, наверное, финансовые издержки, конечно, появятся. Если у тебя деньги, которые ты получаешь у вкладчиков, ты не можешь сразу тратить на строительство, да, но они лежат в банках, то есть, получается, ты
должен банку тогда платить какие-то там проценты, что приведет к некоторому удорожанию. Ну, как я сказал, если правильно сконструировать сотрудничество, взаимоотношения между застройщиками и банком, да, то есть это можно сделать с минимальными издержками. А вот такой тогда вопрос в эту тему. Чисто теоретически, будет ли возможность у застройщиков брать... Ну, проектное финансирование, по сути, это кредит. Вот. Будет ли у них возможность брать вот эти кредиты на стройку по ставкам ниже, чем если бы он просто пришел и там взял кредит на бизнес? Там, на сегодняшний день кредит на бизнес от 22 там, до 30%. А за счет того, что есть escrow-счета, там лежат какие-то деньги, может теоретически появится ли ему возможность взять там кредит, допустим, за 15%? Теоретически, да. А что может помешать? Но это зависит от нюансов. Почему? Потому что, как я сказал, это кредитный риск же. Да. Банк всегда готов пойти на понижение ставки, если он видит снижение кредитного риска. И он максимально готов уменьшить ставку, если кредитный риск 0, допустим. Но здесь, когда деньги лежат у банка, и он как бы выдает кредит застройщику, если вдруг застройщик не вернет банку деньги, банк не сможет эти деньги забрать, потому что это деньги не застройщика, тоже, да. Он должен вернуть вкладчикам. Да. Поэтому здесь кредитный риск все равно существует, и все равно должна быть плата за кредитный риск. Другое дело, что возможно будет более конкурентную ставку предложить, потому что эти деньги, которые принадлежат вкладчикам, но в конце концов, когда стройка завершится, эти деньги будут принадлежать застройщику, они лежат пока в банке. И это дополнительная ликвидность для банка, которую банк может использовать конкретно для этого проекта. Понятно. Вы как банк планируете в escrow-счета заходить и проектное финансирование? Нам это очень интересно. Но пока конкретных? Пока мы ждем конкретных правил игры для того, чтобы потом сформировать какой-то продукт для рынка. Понятно. Факторинг тоже инструмент, которым, ну, последние, сколько он там, 2 года, наверное, да, появился на рынке, в том числе для застройщиков, но не только. Как он приживается на рынке? Ну, факторинг на самом деле существовал. Сколько я работаю в банке, эта услуга всегда была. То есть она как-то не подсвечивалась, не анонсировалась? Наверное, больше фокус сделали вот за последние 2 года на факторинг, потому что это очень хороший инструмент для малого бизнеса, для привлечения средств в оборотный капитал. Очень хороший пример, наверное, есть такая как бы цепочка добавленной стоимости. Да? На русском языке не совсем как-то звучит. На английском это supply chain. Это когда есть группа предприятий взаимосвязанных. Как правило, там бывает одно крупное предприятие и потом много мелких. Которые для него что-то там... Да, либо ему что-то продают, либо у него что-то покупают. Да. И это у них постоянный оборот. Это пример Coca-Cola, там, корзинка, какие-то там аптеки, да. А так как это как бы вот эти мелкие все в основном это ритейл, или если это производители, да, им надо закупать что-то там для того, чтобы дальше производить. А вот эти крупные их контрпартнеры, они могут там, если, допустим, они должны рассчитаться, они могут там с опозданием рассчитываться, да. Все крупные ритейлеры, они своим поставщикам платят поздно, там, полгода, может быть. И для того, чтобы в этот момент просто не стоять без дела, факторинг очень удобный инструмент. Ты знаешь, что у тебя есть крупное предприятие, которое должно тебе денег, и ты приходишь в банк, говоришь, вот у меня придут деньги, но они придут через полгода, а мне деньги нужны сейчас. Под эти деньги дай мне как бы кредит. Обычно там ставка какая? Пониже, чем? Она, как правило, пониже бывает. Почему? Потому что факторинг это краткосрочный инструмент. То есть это может быть месяц, 3 месяца, 6 месяцев. Да, какая там в среднем варьируется? Ну, у вас, допустим. 20%, может быть. Ну, то есть это ниже, чем... Мы сейчас тоже
пересматриваем ставки, возможно, мы гораздо ниже ставки установим для факторинга, которые 3 месяца имеешь. Ну, то есть спрашивать, как он приживается, неправильно. Ты говоришь, что он был всегда. Просто не так пиарился активно. Сейчас он как может стать инструмент. просто удобней. Вот Да. как с развитием технологий, Да. почему кредитное бюро сейчас лучше. У нас и информации стало больше. Сотовые, допустим, оператор, у них очень много информации. Мгм. Там государственные услуги стали гораздо более доступны и Прозрачные, да, там. да, оцифрованы. Да? Да. То есть ты многие услуги, которые и информацию, которую ты там для тебя было очень сложно получать, надо было куда-то пойти, в очереди стоять. Там, в общем, сейчас это очень быстро и легко делать. Вот, в связи с этим и факторинг, допустим, если это был какой-то сложный инструмент, сейчас его можно сделать таким же простым, как онлайн-микрозайм. То, что вот банки выдают, Да. можно просто там на каких-то платформах. Мы вот сейчас работаем с некоторыми платформами, пока не буду называть их названия. То есть предприниматели, которые работают на этих платформах, у них будет просто возможность во время заключения сделки со своим контрагентом, да, там, финансировать ее за счет факторинга своих дебиторов, по которым должны будет приходить оплата. Мгм. Интересно. Окей. Вот еще тоже такой обывательский достаточно вопрос. Часто я получаю его от предпринимателей, начинающих в основном. Как понять, какой лучше кредит взять? Валютный или суммовой для бизнеса? Потому что в валютном же ставки ниже. Я понимаю, к чему ты клонишь. Мое мнение такое: валютный кредит надо брать тогда, если у тебя есть экспортная выручка. Если у тебя экспортной выручки нет, то валютный кредит не стоит брать. Если ты хочешь взять кредит совсем короткого срока, может быть, тогда еще можно стоит подумать. Почему? Потому что сейчас ты видишь, наблюдаешь, что, грубо говоря, курс не так сильно двигается, но по валюте ты платишь там 12-15%, Да. а в суммах там 22-26%. Мгм. И ты понимаешь, что это абсолютно тебе невыгодно. Но это сейчас, да, там, или полгода, там, или последние 2 года. Ну, допустим, ты взял кредит на 3 года. Через За 3 2 года ситуация может кардинально поменяться. Да. Грубо говоря, девальвация, там, если разом в 30%, то все, что ты там, Вся твоя маржа. вся маржа, которую ты заработал за счет того, Потерял. что у тебя валютный кредит был, она все как бы вылетит в трубу. Ну, то есть по-простому, если у тебя, даже если для физика, для обычного человека, если у тебя доходы в валюте, тогда можно рассмотреть, Кредит в валюте, да. да, кредит в Не, валюте. для физлица вообще по закону нельзя Да, к банкам выдавать физлицам нельзя, да, физикам да. в валюте. Окей. И тоже простой обывательский вопрос от бизнеса. Как выбирать банк для бизнеса? На какие критерии нужно как бы основываться, смотреть, чтобы выбрать правильного банка-партнера? Потому что эффективность бизнеса очень сильно зависит на самом деле от банка. Если банк неэффективный, твой бизнес автоматом тоже становится очень сложно его становится вести. Ну, это вопрос, на который я могу только ответить только одним образом. Каким? Надо выбирать ипокюра. Сейчас это превращается в какую-то рекламную продажную историю. Не, вот по факту есть какие-то критерии, как вот, не знаю. Ну, знаешь, на самом деле, какие критерии? Это так же, как ты выбираешь ресторан, куда ты хочешь пойти. Есть же заведения, где ты чаще всего бываешь, потому что там тебе нравится. Мгм. Тебе нравится, как тебя обслуживают, Не, тебе вот нравится смотри. качество еды. Я сегодня открыл компанию, Мгм. зарегал ее в едином окне. Мне говорят, тебе нужно сегодня пойти открыть счет в банке. Я такой стою, открываю, какие есть банки в Узбекистане, там 50 штук. Еще и половина из них какие-то новые, яркие, красивые, что-то тебя там завлекает. Вот как сделать правильный выбор? Если ты только открыл бизнес, к сожалению, выбирать тяжело. Мгм. Все равно должен быть какой-то опыт. Плюс, так как ты только открыл бизнес, ты, как правило, не очень интересный клиент. Для банка. Да, даже для хорошего. То есть, если хороший банк, все равно ты получишь как бы хороший уровень, возможно, сервис,
но ты будешь, ну, все равно ты останешься недовольный, да, ты не почувствуешь себя VIP-клиентом. Но если вот так прям сходу, так как ты только открыл себе бизнес, скорее всего, ты все еще там малый или средний бизнес, то надо выбирать банки, которые более активно работают с малым бизнесом. Потому что если они более активно работают с малым бизнесом, это означает, что у них бизнес-процессы построены так, что они могут достойную, то есть хорошего качества услугу предоставлять даже как бы небольшим клиентам. Хорошо, а как это что понять? Это у них уже выстроено. А как понять, что банк... Это достаточно на сайт банка зайти, и сразу будет понятно, с МСБ работает или нет. То есть если там много говорится... Да, если много говорится для малого бизнеса, там вот кредиты для малого бизнеса, там такие-то условия для малого бизнеса, там пакеты для малого бизнеса. Значит. Окей, хорошо. Я могу назвать эти банки, но это опять-таки будет реклама. Единственное, кого один знаю, банк прорекламировали, хватит, да? Единственный банк, который я знаю, который хорошо работает с малым бизнесом, это Ипакилю банк. Ты сказал банки, ты не говорил банк, и ты не говорил тот же самый. Хорошо, общее по рынку тоже хотелось бы вот так вот. Это уже, наверное, не для обывателей, а для людей, которые интересуются какими-то, не знаю, там, в целом, куда движется экономика, вот, что ждет банковскую сферу. Из последнего, что я читал в новостях, МВФ, Международный валютный фонд, выставил огромное количество рекомендаций, достаточно серьезных, нашему Центральному банку по тому, куда и как должна развиваться дальше наша банковская система. Вот. Во-первых, почему мы консультируемся с МВФ? Во-вторых, какие из этих рекомендаций основные ты можешь, не знаю, там, захайлайтить и сказать, что вот это вот интересно, или вот это вот я считаю, что стрёмно. Ну, ты, наверное, про FSAP говоришь, да? FSAP — это что такое? Это Financial Sector Assessment Program. Наверное, да. Она как называлась? Ну, вкратце, там довольно-таки популярные рекомендации. Это связано с тем, чтобы как бы рекомендуют дальше продолжать реформы. Большой упор они делают на регулирование финансового сектора, в большей степени банковского сектора. То есть дальше улучшать надзор, то есть его развивать, улучшать требования и как бы практику применения в банках риск-менеджмента. Естественно, все, что касается прозрачности, корпоративного управления, все эти затронуты были. Ну, как бы это все такое довольно логичные, понятные рекомендации. Ничего такого экстравагантного я там в рекомендациях не видел. То есть в отчете этого. Это исследование было проведено под эгидой МВФ и Мирового банка. Вот, и эта программа обычно делается по запросу, то есть это по наше государство, наше правительство запросило, да. То есть это не обязательное изучение. Понятно. То есть все идет своим чередом, грубо говоря. Ты думаешь, интересно народу про МВФ? Ну, мы сейчас, народ же разный есть. Есть, которые интересуются такими вещами, а есть, которые еще не интересуются. Еще, но завтра будут интересоваться. Ну, тогда почему ты спросил, почему прислушиваются к рекомендациям МВФ? Ну, МВФ — это международная организация, которая призвана обеспечить экономическую стабильность глобальную. В мире. Да. Поэтому Международный валютный фонд, да, ну, наверное, в большей степени, когда тогда создавалось... Для Америки создавалось, по-моему, больше. И Европа. Ну, все эти Мировой банк, Европейский банк, Азиатский банк развития, они все создавались по инициативе Соединенных Штатов Америки, и они являются самыми крупными акционерами в этих организациях. Ну, и у них многие, там, МВФ, штаб-квартира в Вашингтоне, Мировой банк тоже в Вашингтоне. Да, естественно, они тем или иным образом подвержены влиянию политики США, но
как минимум формально задача МВФ — это экономическая стабильность во всем мире. И у них, почему бы их не прислушаться? Ну, во-первых, у них есть хорошая экспертиза, есть разные отношения к МВФ. Ты знаешь, вот этот знаменитый случай, когда они очень сильно подвели Южную Корею. Да. 97 год. Ну, действительно, допустим, случай, который имеет там большой негативный эффект с точки зрения имиджа МВФ, но в целом все-таки их рекомендации, они полезные. Но здесь еще есть другой аспект. Дело в том, что хорошее сотрудничество с МВФ дает комфорта для инвесторов. То есть, я не знаю, если с МВФ сотрудничество, да, то есть, значит, государство прислушивается, значит, с большей вероятностью правительство будет принимать разумные экономические решения, будет вести разумную экономическую политику и там, с точки зрения там, контроля госдолга, с точки зрения там, фискальной политики, с точки зрения монетарной политики, что все будет как бы окей, и что банковский сектор тоже стабильный. И это дает уверенность. Это даже, да, какая-то уверенность или комфорт для инвесторов. Да. Это не означает, что инвестор придет, но это дополнительный как бы фактор того, что инвестор, когда будет принимать решение, идти, допустим, на рынок или нет, то, что правительство активно сотрудничает с МВФ, это будет положительный фактор для инвесторов. Да, хорошо, спасибо. Ну и потом МВФ все-таки, даже вот кейс скорее, неудачный кейс, но, как правило, МВФ приходит на помощь правительствам, когда правительство находится там в каком-то тяжелой ситуации. Допустим, вот в 2008-2010 годах там Португалия, Греция, там они много кому помогали. Да. Естественно, они сразу приходят с определенным требованием, то есть они дают деньги, как правило, они гораздо дешевле, если ты пошел бы на рынке занимать. Но при этом там они там требуют политической экономии делают. Там не 125% залогового имущества. Нет, там залога нет. Да, там другие требования. Хорошо. И сейчас у нас очень так, ну я бы не сказал стремительно, но достаточно легко и хорошо продолжился вот этот путь вступления в ВТО нашей страны. Тут за последний год прогресс там просто колоссальный. То есть было много подписано согласий. Последний, по-моему, с Китая было получено в Казахстане. И то есть мы как страна, как экономика готовимся сейчас активно, потому что в ближайшее время мы зайдем вот во Всемирную торговую организацию. Для банковской сферы что это будет означать? И ждете ли вы для себя какую-то серьезную конкуренцию? ВТО, в принципе, хорошая организация. С какой точки зрения? Но дело в том, что как бы крупные государства, они в принципе никак действуют вне рамках ВТО, хотя являются членами и там сооснователями ВТО. То есть это больше как бы действует на такие небольшие страны, как мы, с небольшой экономикой. При этом это вообще не моя тема, но мое личное мнение, что очень большого эффекта ждать, наверное, не стоит, потому что, во-первых, мы как одна из 2 стран в мире, которая доступ к морю имеет только через 2 страны. То есть мы с точки зрения логистики очень неудобны для торговли товарами. То есть мы можем торговать только с ближайшими соседями. Мы не можем через море там куда угодно отправлять. То есть для нас торговля, самая большая проблема в торговле товарами — это не тарифы, а логистика. Что касается услуг, там другое дело, да, конечно, услуги, для них там логистика не особо важна, тарифы имеют значение. И, наверное, в сфере услуг, наверное, будет оживление, потому что членство ВТО требует открытость рынков также и для зарубежных компаний. Что касается банковского сектора, банковский сектор — это немного специфичный сектор. Это даже если сектор услуг. Да, но как я тебе сказал, там очень строгое, сложное регулирование. Да. То есть там ты не можешь просто так прийти и открыть здесь банк. Да? Ты должен соответствовать всем требованиям. То есть даже банк, если придет, он сначала посмотрит в первую очередь он будет смотреть, какие регуляторные требования есть.
И даже если там упростят открытие банка, они просто на основе регуляторных требований могут просто решить, что для них это слишком сложно. Почему? Потому что когда ты международные банки, они, как правило, им легче прийти на рынок, где регулирование приблизительно такое же, как на других рынках. Да. Потому что там, подстраиваться под новое регулирование, это сложно, много денег стоит, там, головная боль и так далее. И все же самый главный фактор, наверное, это перспективы на рынке, да, то есть его стабильность, экономическая устойчивость и объем рынка. Если банки будут считать, что здесь можем заработать денег, то вне зависимости от того, мы являемся членом ВТО или нет, вне зависимости от сложности регулирования, они придут сюда. Ну вот Ситибанк открыл представительство недавно. То есть они присматриваются. Когда мы говорим банки, я имею в виду коммерческие банки, то есть это банки, которые предоставляют услуги населению в том числе. Да. А эти банки, которые пришли, они пришли больше для крупных сделок, больше для investment banking. Понятно. То есть у них пока нету цели там заходить полноценно, как для населения. По крайней мере, я о таких планах не слышал. То есть их больше интересует работа либо investment banking, либо работа там с банками, да, то есть там с финансовыми институтами. Операция на денежном рынке, там операция с ценными бумагами. При этом у нас иностранные банки есть, TBC, там, по-моему, все учредители либо международные организации, либо иностранные юрлица. Ипотека банк был куплен UTP банком. Тенге банк есть, в конце концов, тоже иностранный банк. Это хорошие банки, но это не крупные, не очень. Да, то есть ты крупные, ждешь HSBC, Citi, Unicredit. Ну смотри, с точки зрения, ты говоришь, чтобы было похожее регулирование, банк должен прийти, вернее, он захочет или там подумает прийти, если он уже имел дело с похожим регулированием, да? Но если регулирование, чем ближе регулирование к рекомендациям Базеля 3, тем проще банкам заходить. Наверное. Ну, даже если мы так глубоко не будем уходить, есть Казахстан и была Россия, где регулирование, наверное, очень похожее с нашим, или нет, я могу ошибаться, конечно, но и там, ну, в России, конечно, уже нет, но в Казахстане, допустим, есть присутствие тех же самых там американских банков, европейских. Или уже нет? Сити был, по-моему. Я, честно говоря, не знаю. Не знаешь? Да, к сожалению, не знаю. Ну, Россия, когда рынок очень большой, как я сказал, как бы ты все равно зайдешь туда. Ты захочешь там деньги делать, ты зайдешь. Да. А вот рынок, как наш Казахстан, возможно, Казахстан был более продвинутый или более удобный с точки зрения регулирования, с точки зрения там требований к открытию. Ну и плюс экономика Казахстана, она больше, чем наша. Вот сейчас мы только начинаем как бы догонять, а было время, когда экономика Казахстана была, ну, как минимум в 5 раз больше, чем наша. Это ВВП, если сравнивать? Я про ВВП говорю, да. Ну и, естественно, это в большей степени за счет нефтяных денег, но тем не менее. Там... А сейчас разница какая? Ну, сейчас, может быть... 2 раза? 2,5. 2,5? Ну, неплохой прогресс. Да. Я думаю, у нас была очень продуктивная беседа. В первую очередь даже не для нас, а для наших зрителей. Спасибо тебе большое, что ты выделил время. Тебе спасибо, что пригласил. Было очень много ликбеза. На самом деле даже я там для себя какие моменты почерпнул и подчеркнул. Поэтому ждем, как говорится, еще в гости. В следующий раз вопросы будут чуть более сложные. Вот. Зрители, пожалуйста, пишите комментарии Турсуну. Будем набирать вопросы. В следующий раз обязательно его пригласим, где-то еще через полгода. И позадаем ему интересные вопросики. Спасибо. Я надеюсь, было немного интересно. Я могу так сказать, что самый первый подкаст, который мы записали, я получил огромное количество живых, ну, я имею в виду вживую комментариев от своих друзей и знакомых, что всем было, даже тем людям, которые разбираются, им всем было очень интересно. Вот. Ты как гость им понравился, поэтому... Супер, спасибо. Поэтому тебе нужно продолжать это дело... Ходить по подкастам? Ходить по подкастам, да, но только по моим. Все, спасибо. Спасибо. Привет. Это Моникс Алексеевич. Опять думаешь, куда спрятать деньги, чтобы не потерять?
Держи короткий ликбез. Без воды, мифов и чудес. Вклад. Как на сок, только умный и с процентами. Ставки до 22% годовых, государство страхует до 200 миллионов сумм, но снимешь раньше, проценты уплывут. Внимательно читай условия. Кредит. Не верь рекламе с 15%. Они легко превращаются в 70%, особенно у лизинговых ребят. Смотри на эффективную ставку, там вся правда. Помни, любой кредит можно закрыть досрочно, без штрафов. Это твое право. Рассрочка. Та самая беспроцентная. По факту товар дороже, а правил нет. Долгое время творился хаос, но Центральный банк начал наводить порядок. Escrow. Можно даже hello. Покупая жилье, деньги теперь хранятся на спецсчете и переходят застройщику только по факту. Надежно для тебя, но новостройки станут дороже. Куда уж больше. Кредитная история. Сегодня твой финансовый паспорт. Банк смотрит на нее пристальнее, чем ты на сторис бывший. Чем чище история, тем выгоднее условия. Деньги любят счет. Разум — знания, а Моникс Алексеевич — тебя. Будь финансово подкован. Подпишись, чтобы не попасться на крючки.